Ну что, мои роднульки, мои будущие легионеры скучали? Я тоже, и вернулся к вам не с пустыми руками. Заметил, что многих заинтересовала тема коллаборации DC и Marvel, а именно Темного Когтя, смеси Бэтмена и Росомахи из вселенной Амальгама. Всплывашка наверху и вот тайм-код, если кому будет интересно, посмотрите. Не буду скрывать, хоть я и такой же фанат, как и вы, но всего знать не могу. У меня были кое-какие знания по вселенной Амальгама, но после ваших комментариев о коллабе конкретных героев я решил черпануть еще больше, и на мое удивление, среди моих коллег-блогеров и в целом на русской версии YouTube не так много информации. Поэтому специально, только для тебя, вот да, для тебя, кто сейчас смотрит этот ролик, я узнал такие вещи, которыми я с удовольствием поделюсь с тобой, сэкономя уйма времени всего лишь за символическую цену в лайк, подписку и комментарий. Кстати, ролик, скорее всего, будет поделен на две части, так как героев очень много, а рассказать хочется обо всех. С вами, как всегда, у микрофона Макс, это канал Магика Гикс. Устраивайтесь поудобней, приятного аппетита, ну а мы поехали! Давайте начнем с истоков, что такое вселенная Амальгама и как она появилась. Все достаточно просто, это были далекие 90-е годы, темный век комиксов в самом разгаре, продажи падают, цифровой жанр в лице фильмов, сериалов и мультсериалов потихоньку захватывают рынок, отодвигая бумажные комиксы на задние ряды. DC и Marvel начинают нести убытки, комиксы печатаются, но продаж нет. Именно в тот момент им приходит гениальная мысль объединить любимых всех супергероев и злодеев в одной вселенной и раскрыть их с новой точки зрения. Marvel с DC объединяются, и появляется Амальгама Комикс, который выпускает серию комиксов под названием Marvel против DC. Эта серия комиксов состоит еще из двух серий комиксов, выпущенные в 1996 году и 1997, и уже состоит из 12 комиксов в каждой серии. Итого 24 комикса за 2 года. Самое интересное, что 6 комиксов, а в итоге 12 выпустила Marvel, и 6 комиксов в итоге 12 выпустила DC. Так вот, с технической основой мы разобрались. Теперь вкратце по сюжету, а сюжет, как всегда, прост. Существовало две вселенных, Marvel и DC, и были они воплощены в физические вселенные, назвавшие себя братья. Так вот, из-за событий, предшествующих созданию вселенной Амальгама, а именно разрыва ткани реальности, эти братья обнаружили друг друга и не смогли смириться с существованием. И как думаете, поступили братья? Мирные переговоры? Подбросить монету? Они решили организовать гладиаторские бои и вызвали своих сильнейших героев. Между прочим, битва между чемпионами Marvel и DC технически завершилась победой со стороны Marvel со счетом 6-5. 6 победителями Marvel стали Тор, Серебряный Серфер, Электро, Росомаха, Шторм и Человек-паук. 5 победителями со стороны DC стали Флэш, Аквамен, Робин, Супермен и Бэтмен. Однако красный брат в лице Marvel не смог заявить о своей победе. В результате их вселенные слились в новую вселенную Амальгама. Хорошо, с основой понимания происхождения вселенной мы разобрались. Теперь давайте перейдем непосредственно к героям, которые там были, и во избежание огромного хронометража я, как и говорил, разделю ролик на 2 части. Так же, как когда-то Marvel и DC разделили свои комиксы. И в данном ролике расскажу о самых интересных, на мой взгляд, которые были в первой части линейки комиксов. Если кого-то упустил именно из первой части комиксов, жду вас в комментариях. Сами комиксы я, может быть, когда-нибудь разберу потом, если вы мои миленькие роднулики-легионерки, очень сильно меня об этом попросите. Вы, наверное, догадались, что это смесь Супермена и Капитана Америки. Во время Второй мировой войны правительственные ученые работали над формулой суперсолдата, позволяющей превратить человека в боевую машину с помощью образцов клеток трупа инопланетянина. Они вводят формулу, а также солнечное излучение молодому человеку по имени Кларк Кент, волонтеру программы Суперсолдат. Пока Суперсолдат проходит путь от марионетки правительства, Кларк влюбляется в Лоис Лейн, но, к сожалению, она выходит замуж за миллиардера Лекса Лютера. В этой вселенной Лекс — тайный руководитель Гидры и близкий друг австрийского художника, ну вы поняли, держу в курсе. В марте 1942 года Суперсолдат практически выигрывает войну, пока не появляется Ультраметалло. Ультраметалло — это огромный робот, которого, как позже выяснилось, послал Лекс Лютер. Суперсолдат пожертвовал собой, чтобы победить Ультраметалло, но, как оказалось, он не погиб, и его обнаружили спустя 50 лет. Кларк устроился работать в Daily Planet, а его альтер-эго стало лидером Judgment League Avengers, Мстители Лиги Правосудия, Судебная Лига Мстителей. Жду ваши варианты в комментариях. А в это время не сильно постаревший, но испортивший свою кожу из-за инъекций Green Key, а это аналог криптонита, держу в курсе, Лекс Лютер обнаружил ультраметалло, починил его и также в него внедрил Green Key, а это, между прочим, как вы уже догадались, была слабость суперсолдата. Но он не растерялся и с помощью огромной свинцовой трубы уничтожил железяку, разоблачил Лекса Лютера и посадил его в тюрьму.
Уруру была метамутантом, который чуть не утонула в детстве, но была спасена королевой амазонок Ипполитой. Ипполита воспитывала юную Уруру как принцессу амазонок рядом со своей собственной дочерью Дианой на острове Фемискира. И когда Уруру выросла, она продемонстрировала способность управлять погодой, а амазонки научили ее, как сосредоточить свои силы в лассо освещения, которое могло заставить любого связанного им говорить правду. В конце концов, она покинула свой дом, чтобы войти в мир мужчин, как амазонка, чтобы использовать свои способности, дабы помогать мирным гражданам и людям. Представляете, да, вот такая вот Уруру. На протяжении многих лет амазонка продолжала бороться за благое дело, сохраняя при этом свой статус метамутанта в секрете. В конце концов, она присоединилась к GLX, Лига Справедливости X, смеси, сами чего поняли, держу в курсе, и стала их новым лидером. Как вы уже поняли, это смесь Шторма из Людей X и Чудо-женщины. Во время проекта Кадмуса ученого и исследователя Питера Паркера в попытке клонировать суперсолдата и передать ему способность манипулировать гравитацией произошел саботаж, в ходе которого появился молодой клон Питера, а сам Питер погиб. Пожалев мальчика, руководитель проекта генерал Росс усыновил его, дав ему свою фамилию и назвав Пит. Счастливая жизнь генерала дяди и Пита длилась недолго. Однажды генерал был убит преступником. Пит поклялся, что будет бороться с преступностью, смастерил себе костюм и назвал себя Спайдер-боем. Позже он вернулся в проект Кадмус, где ему дали пистолет, способный стрелять паутиной. И также позже, уже когда он повзрослел, он познакомился с Мэри Джейн Вотсон, которая была, между прочим, королевой насекомых, и скоро у них, между прочим, свадьба. Из интересных фактов, Спайдер-бой также был в армии пауков, и когда он вернулся к себе на Землю, то сразился с Морланом в ходе битвы, который оторвал Спайдер-бою руку, на которой был браслет по перемещению. И как вы уже наверняка 100% догадались, это было скрещение Человека-паука и Супербоя. Скажу наперед, это смесь Брюс Уэйна и Ника Фьюри. В детстве родители Брюса были убиты, и не просто бандитом, а агентом Гидры, и, конечно же, мальчик поклялся отомстить всем. Он возмужал, вступил в щит, и его наставником стал вояка Второй мировой войны Ник Фьюри. Брюс использовал технологии щита для своих личных целей и поимки ответственного за смерть своих родителей человека. Ходили слухи, что он подкупал всех, кто стоял на его пути. Благодаря этому Брюс выяснил, что за убийством его родителей стоял Лекс Лютер. И в последний раз Брюса видели штурмующего центральную базу Гидры. Остается загадкой, выжил ли он после всего того ада, который там произошел, или нет. Электра Кайл родилась и долгое время жила в Каире. Единственными ее друзьями были кошки, бродившие по улицам. Она переняла манеры этих кошек, благодаря которым смогла выжить. После того, как ее отец стал послом Египта в Америке, жизнь Электры резко улучшилась, и она уехала в США. Но радость девочки, к сожалению, длилась недолго. Ее отца убили наемные убийцы, и по закону жанра она пообещала отомстить. В поисках нового образа жизни она попала в школу ниндзицу, где навыки выживания из детства ей очень сильно пригодились. Она также стала наемным убийцей и взяла псевдоним Кэтсай. Также она не забыла про любовь к кошкам и даже держала несколько у себя дома. Но они были не просто домашними животными. Электра их обучила сбивать противников с ног, а также проникать в труднодоступные места. Ну, а это была смесь женщины-кошки и Электры. Блейз Аллен был мистиком-любителем, работавшим в театральной труппе цирка. Однажды к нему пришел ночной Спектр и потребовал его душу. Блейз отказался, и вроде бы Спектр ушел восвояси. Но после того, как Аллен женился, то Спектр вновь пришел за душой, но уже не Блейза, а его жены. После произошедшего Блейз был полностью подавлен и максимально погрузился в магию. В конце концов, к нему пришел Мерлин и предложил помочь забрать душу жены у Спектра, дабы она смогла упокоить. Блейз согласился, он с Мерлином провел ритуал, в ходе которого призвал опасного демона, и Блейз Аллен стал демоном скорости. Как вы догадались, это была смесь Флэша и Призрачного гонщика. Напоследок расскажу вам о Докторе Стрэндж Фейте, смеси Доктора Стрэнджа и Доктора Фейта, который знал больше остальных. Во время путешествия по Гималаям метамутанта Чарльз Ксавье спас Набу Древний, который в то время был верховным владыкой Ордена Вселенной Амальгама. Участвуя в тайнах сверхъестественного мира у Набу, Ксавье освоил энергию телепатии и мистики. Затем он превзошел своего учителя и занял место верховного владыки Ордена. Хоть он и был одним из основателей Судебной Лиги Мстителей, ему это было неинтересно, и он двинулся дальше к более уединенным занятиям в теневых областях, оставив обычную защиту более слабым героям Земли. Доктор Стрэндж Фейт обнаружил, что вселенная Амальгама предшествовала двумя более старыми вселенными, и что человек по имени Эксес имел ключ к их восстановлению. Зная, что это приведет к окончанию вселенной Амальгама, Стрэндж Фейт решил захватить и уничтожить Эксеса. А это, если что, чел, который был создан совместно Marvel и DC, который мог перемещаться между этими вселенными, держу в курсе. После восстановления вселенной DC и Marvel, вселенная Амальгама, казалось, перестала существовать, но
доктор Стрэндж Фейт каким-то образом выжил. Его сознание стало частью подсознания доктора Стрэнджа. Его целью было приготовление пути к восстановлению вселенной Амальгама. Во время его пребывания в уме доктора Стрэнджа, Стрэндж Фейт сумел остаться незамеченным другими телепатами. Даже Феникс не могла его обнаружить, находясь в одной комнате с доктором Стрэнджем. Во время сражений между DC и Marvel Лига Справедливости сражалась с людьми X в обители доктора Стрэнджа. Сам же Стрэндж не принимал участия в схватке, так как он боролся со Стрэндж Фейтом. В итоге он потерял сознание, а Стрэндж Фейт захватил тело. Затем Стрэндж Фейт стал совмещать героев Лиги Справедливости и людей X не только в тех, кем они были во вселенной Амальгама, так и вообще в совершенно новых героев, которые стали его агентами. Затем он возобновил поиски Эксесса, чтобы наконец с ним расправиться. А Эксесс в это время пытался найти астральную форму доктора Стрэнджа. В итоге он ее нашел, освободил и телепортировал обратно во дворец. Стрэндж Фейт заявил, что его цели благородны, что он хотел восстановить целую вселенную. Стрэндж возразил, что намерения его оппонента преступны, поскольку он намеревался пожертвовать двумя вселенными, чтобы достичь своих целей. Битва закончилась в пользу доктора Стрэнджа. Побежденный Стрэндж Фейт умолял лишь о том, чтобы остаться в живых. Он просил Стрэнджа пощадить себя и свою вселенную. Стрэндж выслушал его и воссоздал вселенную Амальгама и ее жителей, и поместил Стрэндж Фейта к ним же. Однако вся эта вселенная содержалась в сосуде, и чтобы предотвратить ее угрозу другим вселенным, Стрэндж отдал сосуд Эксессу. На самом деле, мне жаль, что пока Амальгама считается забытой и законченной историей. Ее экранизацию я бы с удовольствием посмотрел, и помяните мое слово, мои роднульки-легионеры, рано или поздно Marvel и DC устроят такие гладиаторские бои уже на больших экранах, потому что все идет именно к этому. Допустим, сейчас мы ожидаем Секретные войны. В них мы увидим мутантов. А это значит что? А это значит, что следующее событие это уже День М. А потом уже будет, возможно, аннигиляция, Тайная империя, ну или еще что-то в этом роде. А у DC, это кризис, адекватный флешпоинт, и как-то в голову больше ничего не идет. Если вы что-то вспомните, напишите в комментариях. А потом что? Правильно, скрещивание между собой, и все, можно умирать. С вами, как всегда, у микрофона был Макс, это канал Magica Geeks. Накидайте лайков, комментариев и подписку, чтобы наша команда сегодня смогла купить себе буханку хлеба. А самое главное, не забывайте, что игры и фильмы захватывают, но есть и реальный мир, в котором нужно уметь находить радости там, где вы их сейчас не видите.